Ребята, недавно мы получили важную новость, которая многих удивила. Компания наконец-то опубликовала фотографии Тэхёна и Чингука, репетирующих свой невероятный жест любви. Это не просто какой-то жест, мы уже видели его на одном из их предыдущих концертов. Однако теперь мы узнали, что они оба потратили бесчисленные часы на индивидуальные тренировки, чтобы довести до совершенства каждое движение. В конце жеста они исполнили очаровательный маленький танец, жест, показывающий, насколько они близки друг к другу и как хорошо работают в команде. Было так здорово видеть наших любимых Тэкука, их счастье было так очевидно, когда они тренировались вместе. Улыбки и радость, излучаемые на этих фотографиях, бесценны, это истинный признак того, как сильно им нравится быть вместе. Видя, как Чингук и Тэхён сосредоточены на совершенствовании этого особого движения, мы поняли, как много значат для них те маленькие детали, которые их объединяют. Счастье, которое они излучали, было ощутимым, это показывало, что они наслаждались каждой секундой процесса. Хотя многие сомневались в Big Hit Entertainment из-за различных событий в прошлом, сейчас самое важное – насладиться этим невероятным открытием. Видеть Тэхёна и Чингука так близко во время репетиции было особенным моментом, который стоит ценить. Давайте пока отбросим негативные мысли и полностью сосредоточимся на том, что они разделили. Они также приняли участие в популярном тренде в социальных сетях, тренде, часто практикуемом парами, когда после хлопка появляется другой, совершая милый, спонтанный поступок. На видео Чингук появляется сразу после хлопка Тэхёна, очень естественно вливаясь в кадр. Это показывает, как они предпочитают представлять себя миру, вместе участвуя в чем-то, что ассоциируется с эмоциональной близостью. Каждый раз, когда мы видим подобный момент, мы чувствуем силу их связи. Их взаимодействие было энергичным и искренним, демонстрируя поддержку и привязанность в повседневной жизни. Трудно передать словами, насколько они близки, но одно можно сказать наверняка – они заслуживают полного счастья. Они заслуживают того, чтобы выражать свои отношения так, как им комфортно. В третий день концерта в Тампе многие трогательные моменты привлекли внимание. Одним из самых ярких моментов были шутки Чингука с микрофоном, но еще более захватывающим был взгляд, направленный на Тэхёна. С широкой улыбкой и сияющими глазами он полностью сосредоточил свое внимание на Тэхёне. Реакция Тэхёна была столь же очевидной, его милая улыбка переросла в тихий, повторяющийся смех. Казалось, он искренне наслаждался выходками Чингука, как будто само присутствие Чингука было источником радости. Этот простой момент превратился в нечто значимое, демонстрируя естественную связь. Этот инцидент показал, как они стремились заставить друг друга улыбаться даже на большой сцене. Моменты в Тампе стали свидетельством их отношений, наполненных поддержкой и общей радостью. То, как Чингук шутил, и то, как Тэхён на них реагировал, казалось очень искренним. Еще одним неожиданным открытием стала официальная публикация контента компании, такое случается крайне редко. Были загружены не просто две фотографии, одна из них даже стала главной обложкой. Это сразу же привлекло внимание многих, поскольку продемонстрировало изменения в их стиле презентации. На фотографиях они запечатлены наслаждающимися временем, проведенным вместе, они выглядят расслабленными, веселыми и очень близкими. Это позволило заглянуть в их отношения вне сцены, показав интимность в простых моментах. Такой контент ощущался по-другому, потому что показывал более личную сторону. Вместо анализа прошлого этот момент стал возможностью насладиться их счастьем. Их появление на официальной обложке было особенным, визуальным подтверждением, которое нельзя было игнорировать. Создавалось впечатление, что им комфортно в том, как они выглядят вместе. Затем на сцене вернулся знаменитый момент с водной битвой, принеся радостную энергию. Когда Джин плеснул водой в Тэхёна, атмосфера мгновенно оживилась. Затем Джин подбежал к Чингуку, словно ожидая его реакции. Чингук жестом попросил направить воду в другое место, но Джин в итоге облил его. Эта ситуация создала забавный фон, и казалось, что Тэкук готов ответить тем же. Это взаимодействие продемонстрировало их товарищеские отношения, то, как они двигались синхронно, почти не говоря ни слова.
Водная битва стала идеальным фоном для их естественного взаимодействия, наполненного смехом и спонтанностью. Такие моменты демонстрируют легкие, но крепкие отношения, полное доверие и единение. Во время исполнения песни «Into the Sun» было отчетливо видно, как Тэхён приблизился к Чингуку. Чингук затем точно повторил его движения, демонстрируя синхронность, которую трудно было игнорировать. Эта координация казалась настолько естественной, как будто они привыкли двигаться в одном ритме. Когда Чингук наклонился к Тэхёну, реакция была мгновенной. Тэхён тут же крепко обнял его, продолжая петь. Этот момент произошел перед большой аудиторией, но он казался интимным и искренним. Это взаимодействие стало одним из самых запоминающихся, демонстрируя близость, которую трудно объяснить. То, как они поддерживали друг друга, искали друг друга и оставались связанными во время масштабного выступления, было очень впечатляющим. Постоянный взгляд Чингука на Тэхёна также стал ярким моментом, казалось, он не мог отвести взгляд. Это усиливало впечатление, что их внимание всегда возвращалось друг к другу. Такие небольшие взаимодействия часто оказываются самыми значимыми. То, как они двигались вместе, понимая друг друга без необходимости в особом общении, было необыкновенным. Чингука часто можно было увидеть рядом с Тэхёном, нежно присоединяющимся к каждому моменту. Это демонстрировало комфорт, который они чувствовали вместе. Реакция публики была столь же эмоциональной, многие аплодировали и были тронуты этими взаимодействиями. Их взгляды казались искренними, они отражали нечто глубокое. Именно эти моменты являются причиной того, почему так много людей продолжают следить за их историей. Тэхён и Чингук продолжают показывать, что время, проведенное вместе, бесценно, что-то, что они бережно хранят. Каждое выступление, каждый жест становится частью развивающейся истории. И именно это делает каждый момент таким особенным. Многие начали понимать, что их взаимодействие было не просто частью шоу, а отражением отношений, прошедших через множество этапов. В этом был комфорт, который не был притворным, интимность, возникшая неожиданно. Каждый их шаг на сцене ощущался как продолжение долгого разговора, который длился задолго до того, как все взгляды обратились на них. Когда они стояли рядом, расстояние казалось почти незаметным, словно мир вокруг них исчез. Их взгляды, устремленные друг на друга, не были случайностью, это были моменты, наполненные смыслом. Многие чувствовали тот же эмоциональный резонанс, странное чувство, которое трудно объяснить, но которое так реально наблюдать. Среди грохота музыки и аплодисментов публики были моменты тишины, которые приковывали внимание. В этот момент им не нужно было говорить, чтобы понять друг друга. Простые жесты, такие как наклон вперед, улыбка или просто взгляд друг на друга, были достаточны, чтобы показать, что связь нельзя подделать. Все казалось таким естественным, словно это уже было частью их жизни. Многие начали сравнивать этот момент с прошлым, пытаясь соединить разрозненные фрагменты их долгого пути. Но что отличало все, так это ощутимая интенсивность. В их отношениях появилась новая глубина, которую трудно было игнорировать, нечто, что развивалось со временем и благодаря пережитому опыту. Каждое выражение лица, запечатленное на камеру, рассказывало историю даже в тишине. Спонтанная улыбка, непроизвольный смех – все это создавало картину отношений, выходящих за рамки простого профессионализма. Между ними чувствовалась теплота, которую нельзя было описать просто как друзья или коллеги. С другой стороны, реакции окружающих также добавляли красок к этой истории. Были выражения лиц, которые, казалось, передавали понимание, были и те, кто, казалось, позволял всему происходить так, как происходит. Это еще больше усиливает впечатление, что то, что мы видим, не является чем-то новым, скорее, это то, что существовало давно и теперь начинает проясняться. Что делает все это еще более интригующим, так это сопровождающая это неопределенность. Нет подтверждения, нет официального объяснения, есть только моменты, открытые для интерпретации. Это на самом деле еще больше вовлекает многих людей, заставляя их пытаться понять то, что, возможно, не предполагалось объяснять напрямую. В каждом взаимодействии есть слои смысла, которые можно исследовать глубже.
То, что видно на поверхности, лишь малая часть всей истории. Под этим скрываются невидимые чувства, переживания и воспоминания, которые можно ощутить через то, как они взаимодействуют друг с другом.